Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное бюджетное домашнее мороженое. Берем 6 яиц и разделяем их на белки и желтки. Очень легко это можно сделать вот так вот руками. Руки, конечно же, я предварительно хорошо помыла. К желткам добавляю щепотку соли, 30 граммов обычного сахара и также 20 граммов кукурузного крахмала. Перемешиваем до однородности. Добавляем сюда теплое молоко, всего 900 мл, но сначала добавляем совсем немножко, чтобы у нас желтки не свернулись, и хорошенько перемешиваем. Можно добавлять холодное молоко, но тогда у вас просто весь процесс будет чуть дольше, потому что мы будем заваривать желтки с крахмалом. И если добавить теплое молоко, процесс будет быстрее. Я добавляю немножко, перемешиваю, потом еще немножко, чтобы выровнять температуру желтков и теплого молока. Переливаем назад в кастрюлю. Ставим на огонь и постоянно помешивая, доводим до кипения. Смотрите, масса у нас уже начинает густеть. Не отходим, все время перемешиваем, чтобы крем не подгорел ко дну. Когда у нас начнется кипение, дожидаемся 60 секунд, чтобы крахмал у нас хорошо заварился. И снимаем с огня. В готовый крем добавляем 20 граммов ванильного сахара, перемешиваем, переливаем его в другую форму, чтобы он у нас быстрее остыл. Посмотрите, какой у нас замечательный гладкий крем. Нам нужно, чтобы он остыл до комнатной температуры. Если вы будете делать заранее, то накройте его пищевой пленкой в контакт и оставьте при комнатной температуре, чтобы он остыл полностью. Если хотите ускорить процесс остывания, то можно, как я, вот так вот его периодически перемешивать лопаткой. И также вот эту вот емкость можно поставить в емкость холодной водой, чтобы весь процесс шел быстрее. И холодную воду, соответственно, можно периодически менять, и тогда процесс остывания будет намного быстрее. К белкам добавляем 200 граммов сахара. Чтобы обеззаразить белок, мы будем использовать с вами технологию швейцарской меренги. Для этого ставим миску, она должна быть термоустойчивой, в кастрюлю с горячей водой, при этом вода не должна касаться дна. Ставим кастрюлю на огонь и все вместе нагреваем где-то 4-7 минут. Нам нужно, чтобы белки прогрелись до температуры 60-62 градуса. Это температура пастеризации белков. И когда они достигнут этой температуры, провариваем еще 1 минуту. Конечно, если нет у нас с вами градусника домашнего, то лучше подержать их на огне 7 минут на паровой бане. И вот посмотрите, я нагревала 5 минут, и уже у меня 61 градус точно есть. Нужно, чтобы еще они побыли на паровой бане минутку, и точно уже у нас здесь никаких микробов не будет. Теперь я переливаю в чашу миксера. Вы можете в этой же миске взбивать. Но если перелить, то они и быстрее остынут у нас, потому что миска такая прям горячая. Взбиваем теперь до пышности, где-то минут 5-6. Посмотрите, до какого состояния устойчивого, суперстабильного у нас взбиты белки. Замечательно. Заварной крем на желтках у нас остыл, и сейчас его немножко взбиваем миксером. Переливаем нашу заварную основу к взбитым белкам. Немного перемешаю лопаткой, чтобы заварной крем у нас распределился. И теперь будем сейчас миксером взбивать до однородности. Перекладываем в форму, в которой будем замораживать. Посмотрите, как его много, оно такое пушистое и воздушное. Накрываем мороженое пищевой пленкой и ставим в холодильник до полного застывания. Посмотрите, мороженое у нас полностью застыло, и теперь можно пробовать. Даже шарик формируется. И еще один шарик. Посмотрите, какое у нас мороженое, оно уже подтаяло. Кстати, оно достаточно быстро
становится вот таким мягким и подтаявшим. Такое охлаждающее, очень вкусное. Оно, знаете, такое даже, вот есть мороженое жирненькое, а есть не жирненькое. Вот я люблю то, которое кажется таким вот маслянистым, бархатистым. Вот оно такое. Но скажу вам, что в нем есть небольшие кристаллики льда, но они так быстро растают при комнатной температуре, и оно остается вот таким вот кремовым, какими было в незамороженном виде, но при этом очень-очень холодным и охлаждающим. Рецепт вот такой вот доступный, простой. Я надеюсь, что вам пригодится. Мороженое вкусное, желтки совсем не чувствуются, яйца даже не чувствуются. Оно имеет приятный ванильный вкус, молочный и вот такой вот красивый, желтенький, приятный цвет. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.